но все-таки положительная динамика. Переходим к следующему городу-муниципалитету, который входит в провинцию Лимассол. Это уже, да, второй, по-моему, если считать, да, второй город. Это город Месса-Гетония. Он расположен вот так на карте, мы видим, таким светло-желтоватым пятном отрисовала его мне карта Google Map. И здесь я уже буду с вами говорить, ну он так немножко в предгорье и потом выше идет к центру острова, да, то есть отдален от побережья. И мы видим, что стоимость квадратного метра, здесь я взял в выборку, попали и новое, и старое жилье. Почему? Потому что нового жилья здесь меньше, в основном старое жилье. Ну, я сделал такую репрезентативную выборку, она большая, но туда попали и старое, и новое жилье. Итак, мы видим, что в ноябре 3254 доллара стоимость квадратного метра. Также можете по локациям посмотреть, как место Гетония делится на некие ценовые зоны. И как каждая ценовая зона, в общем-то, достаточно сильно отличается по стоимости квадратного метра. Но в целом данный город-муниципалитет показал снижение стоимости на 0,31%. Напомню, это колебательные процессы длиной в 1 месяц. Следующий слайд, друзья. Здесь мы будем говорить о этом же муниципалитете Месогетония, но уже о том, что произошло на протяжении целого года. Период исследования у нас ноябрь 2024 год, 3296 евро, и ноябрь 2025 год, 3254 евро за квадратный метр. Вы также можете посмотреть вот здесь красная черта, подытоживающие данные. Стоимость квадратного метра в городе-муниципалитете Месогетония подешевел за год на 1,25%. Вот такая вот, видите, нестабильная история в самом муниципалитете городе Лимассол. Рост стоимости, а в близлежащем городе-муниципалитете Месогетония мы видим снижение, ну, почти 1,5% за год. При этом мы помним, что еще существует инфляция, то есть это не совсем хороший знак, который характеризует процессы на рынке жилой недвижимости. Дальше, друзья, мы переходим к следующему городу-муниципалитету, и это у нас Агиос Афанасиос. Он расположен, видите, Google Map отрисовал таким желтым пятнышком от побережья самого до там предгорья и выше. Выше идет к центру острова. Видим, что Агиос Афанасиос, здесь, кстати, тоже попали в А и Б, новое жилье, есть старое жилье, но его совсем мало. Здесь несколько жилищных комплексов построено, я так понимаю, ну, дорогущих, причем по цене вы видите 4000 евро. И вот они, собственно говоря, и характеризуют состояние в целом города, муниципалитета. Итак, в ноябре месяце это 4138 евро за квадратный метр. При этом вы можете посмотреть по локациям, которые входят в город муниципалитет. Они отличаются достаточно сильно, начиная от 3400 до 5375. Ну, это очень даже сильно отличается. Но это какие-то модные жилищные комплексы новые, поэтому, скорее всего, это, так сказать, и, ну, показывает, что стоимость здесь квадратного метра достаточно высокая. Здесь незначительное число старого жилья. Рост за месяц 0,24%. Давайте посмотрим, что же произошло в течение года с данным городом-муниципалитетом. Период сравнения ноябрь 2024 год. 4089 евро за квадратный метр. И ноябрь 2025 год уже 4138 евро за квадратный метр. То есть, ну, так кругом-бегом
Подорожание в течение года на 1,19%. Незначительно, но все равно мы видим положительную динамику. Но еще раз, по стоимости она отличается от места Гетонии очень сильно и даже от города